ребята, меня зовут Марьяна, это мой канал и добро пожаловать на него. Сегодня мне захотелось заснять такое видео, где я вам рассказываю, как я росла, что мне было интересно, когда я ходила в школу и бла-бла-бла и всякое такое. В общем, если вам интересно, то не переключайтесь и оставайтесь на моем канале. Ну что ж, располагайтесь поудобнее и давайте начнем. Хотя нет, подождите, дайте я пойду сделаю чай, чтобы мне тоже было комфортно, чтобы я разговаривала, чтобы я пила и было все классно. Так что я вам советую уместиться поудобнее, взять чашечку чая или кофе, я не знаю, в какое время суток вы смотрите это видео, и мы начинаем. Такс. В общем, я взяла кружечку, в которой налито у меня молочко, потому что я обожаю молоко, и я готова рассказывать вам про свою жизнь. А мы начинаем. Короче говоря, мне было 7 лет, и я пошла учиться в русскую школу. Это было на Сахалине. Я там проучилась где-то до 4 класса. То ли до 4, то ли до 5, я уже не помню точно. Вроде бы 5 класс я была уже на домашнем обучении в русской школе. Итак, объясню, почему я была на домашнем обучении. В русской школе мои одноклассники как-то странно ко мне относились. Были всяческие издевательства со стороны одноклассников, и мой брат, и мой папа всегда приходили в школу разбираться, потому что, ну как так, типа, над ребенком издеваются, а учителя на это даже не обращают внимания. У меня очень часто воровали канцелярию, то есть она была с Японии, такая вся яркая, красивая, вкусно пахла. У тех детей она была обычная, русская, и поэтому они думали, то, что если они своруют, то у них это появится, и им будет весело жить, что ли, я не знаю, о чем они только могли думать. В общем, меня это всегда раздражало, я даже один раз взяла указку, и однажды я врезала хорошенечко одному пацану под затыльник этой палкой, и, в общем, да, учитель никак не отреагировал, потому что, ну, они вообще никак не реагируют, им пофиг. Вообще, меня очень сильно раздражала русская школа, потому что учителям насрать на тебя, то есть, пускай тебя там изнасилуют в туалете, убьют там, я не знаю, что еще может быть хуже, но им будет пофиг. И я этого не понимаю, как так можно. И, в общем, я поняла, что русская школа меня просто раздражает, я не могу там учиться, у меня были плохие оценки, потому что мне было все равно на учебу, ну, в России. И я думала такая, ай, ладно, господи, нахрен я вообще туда хожу, меня там все раздражает, бесит, не буду туда больше никогда в жизни ходить, не буду появляться. Почему я перешла на домашнее обучение, почему я вообще перестала ходить в русскую школу? Это так все получилось, знаете, спонтанно. Я в один прекрасный день пришла в школу, обычно как бы, ну, обычный будний день, делать уроки лень. Пришла в школу, ну как с подружками, зашли в туалет, и я, в общем, села на унитаз. Сейчас. Капец, дебильная история. До сих пор не понимаю, о чем они думали тогда. И, в общем, две девочки, то ли 2, то ли 3, я уже не помню, сколько их там было. Они взяли меня, зафоткали на телефон и начали показывать это всему моему классу. Я такая думаю, типа, какого хрена? Вам заняться нечем или что? И знаете, тогда был 4 класс. В общем, они ходили, бегали, показывали эту фотографию, как я сижу на унитазе всему классу. И я такая думаю, блин, да ну вас нахрен, пошли вы в жопу. Я просто собрала свой портфель и ушла домой. В общем, я прихожу домой, разуваюсь, раздеваюсь, все такое. И мама меня спрашивает, готовя на кухне, а что случилось? Что происходит? Почему ты не в школе? Я такая говорю, мол, так и так, меня зафоткали, начали показывать это всему там классу, и вообще, я не понимаю, что происходит, я больше никогда в жизни туда не вернусь. И мама такая говорит, ага, окей, я тебя поняла, и мы пришли к тому, что я буду на домашнем обучении, но только я буду на домашнем обучении не в России, а в Японии. Я полетела в Японию, то есть мы собрали вещи, улетели, и там я прожила год, учила вот эти всякие уроки русские, писала это все, и потом, когда я уже это все собрала, вот эти вот куча тетрадок, вот эти все книжки, и мы с мамой полетели сдавать это все в русскую школу, я пришла в школу, мы это все сдали, все вроде было нормально, мне надо было еще потом прийти через день-два сдать какую-то там контрольную, написать. Пошел такой слушок, когда я училась на домашнем обучении, моя классный руководитель, это вроде бы так называется, она распустила слух, что я скитаюсь где-то, мои родители вообще не понимают, где я нахожусь, понятия не имеют, что с ребенком там происходит. Это было так дебильно, я вообще, ну как бы не понимаю, человеку сколько там, 50-60 лет, она такую хиромантию вообще разносит, блин, это вообще в голове не укладывается, как так можно? И знаете, что самое смешное? Когда мы были с мамой в торговом центре, она нас увидела, классный руководитель, который вот этот вот слушок пустила, она нас увидела и такая, типа, ой,
извините, а ты что, не скитаешься, типа, нигде? Ты, типа, с родителями, все окей у тебя? Ой, извините. Просто взрыв мозга, знаете, непонятно, что происходит. После того, как я написала вот эту контрольную, придя в школу через дня 2-3, я поняла, что я не хочу там учиться больше ни в школе, ни на домашнем обучении, вообще, в принципе. Меня как-то все так начало угнетать, и я вообще не понимала, типа, как я буду дальше жить, где я буду учиться. Я, не знаю, как-то такая, знаете, пустота была у ребенка в душе, в голове, не понимала, что делать дальше. Потом мой отец предложил мне с концами переехать в Японию и начать учиться в японской школе, учить японский язык, и чтобы было у меня такое, знаете, хорошее будущее, чтобы я знала язык, и это всегда пригодится где-то. И я такая думаю, блин, не знаю, я боюсь, а потом просто как-то я перестала бояться, я такая думаю, ладно, чем черт не шутит, пойду в эту японскую школу, буду там учиться. И получилось так, что я пришла в первый день в японскую школу, было как-то, знаете, сначала не по себе, как-то некомфортно, кругом одни японцы, они смотрят на меня, трогают мою кожу, она такая типа белая, гладкая, восхищаются мной. У меня еще были тогда длинные-длинные белокурые волосы, и они все меня называли ангелом, и я такая думаю, блин, это так прикольно, мол, в русской школе надо мной издевались, как-то унижали, а тут я для них просто какая-то такая неземная, что ли, это так было приятно, и моя самооценка вот с такого уровня просто поднялась до каких-то небес. Мне начало все так нравиться, то, что я как выгляжу, то, как я чем занимаюсь вообще, и то, что, в принципе, я русская, это так было приятно. И, собственно говоря, через месяц я начала уже хорошо разговаривать, потому что, когда первый день я пришла в школу, я знала лишь «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», сколько это стоит и что-то там еще, каких-то пару слов. И проходит месяц, я уже дружу с ребятами, у меня появилась лучшая подружка, и я начинаю хорошо разговаривать на японском. То есть, понимаете, дети это как губка, они очень быстро все впитывают, и поэтому я очень рада, я благодарна своему отцу, что так получилось, то, что мы так тесно связаны с Японией, и я ходила в японскую школу. А еще для меня было немножечко трудно поначалу, где-то месяцев, наверное, 5-6, потому что я не знала ни хирогану, ни катакану, ни иероглифы, и за счет этого всего, то, что я не знала вот этих азбук всех. Поначалу для меня было очень сложно, где-то месяца 4-5 я учила хирогану, катакану и канджи. Канджи это, иероглифы. Хирогану и катакану я выучила за 2 недели, то есть и хирогану, и катакану за 2 недели я выучила, а дальше я уже пошла учить канджи, и теперь я знаю более 1000 канджи, и я пипец, я просто в шоке, как я могла это все выучить. Так что вот, теперь вы знаете мою историю вот с этими всякими школами, с Японией, с японским языком, и я надеюсь, вам это интересно. Также на тот момент, когда я начала уже учиться в японской школе, у меня какой-то был, знаете, такой немножечко сдвиг по фазе, что ли. Я увлекалась мифологией, я читала очень много книг про мифических вот этих всяких существ, читала очень много психологии. У меня даже, мы покрасили с отцом комнату в голубой цвет. Я нарисовала на стенах очень много бабочек белых. Я спала на полу. У меня был такой маленький матрас, я спала на полу. У меня была комната сделана что-то типа под лес. Я даже купила парадуйку, которая, я не знаю, как правильно она называется. В общем, с нее пар выходит. И в комнате у меня всегда было влажно и очень холодно. Я всегда открывала окна. Также я всегда слушала только вот такую музыку. В общем, вот, под такую музыку я всегда просыпалась, засыпала, и она мне играла прям каждый день. Еще я делала всякие разные поделки из цветов, плела себе венки, также делала себе католические кресты из белых роз. И у меня на двери висел огромный крест, который я сама сделала, сплела из белых роз. Короче, сейчас я это все вспоминаю, мы с папой сидим порой и такие думаем, господи, что со мной тогда происходило, о чем я думала? Но на самом деле это очень интересно, и, наверное, никто даже не мог догадаться, то, что я таким занималась, как бы, хотя мне до сих пор это все интересно в какой-то мере. То есть уже не так какой-то прям жесткий фанатизм, я сейчас сплю на кровати, а не на полу валяюсь.
То есть, вот, как бы, в принципе, ничего особо не изменилось, разве что на кровати теперь сплю, все окей. Кстати, еще именно в это время я узнала о Аматуе 21, о Валерии Лукьяновой, о Насте Шпагиной. Я всячески пыталась привлечь внимание Валерии Лукьяновой и Шпагиной Насти, я их рисовала, писала им какие-то там комментарии, также я защищала Настю, защищала ее маму, после чего она меня закинула в ЧС, и я такая просто... Все, мои мечты дружить с ней просто разрушены. Все, этого больше нет. Как мне дальше жить, я не знаю. И это было очень смешно, когда я уже стала видеоблогером и попросила одну девочку, чтобы с Шпагиным я хотя бы убрала из черного списка. Я уже не говорила там про добавление в друзья. Настя, конечно же, убрала меня из черного списка, и даже мы добавились в друзья друг к другу, начали общаться. И даже сейчас, спустя вот это все время, мы частенько с Настей вспоминаем вот эту ситуацию, как я у нее была в черном списке, и такие просто сидим, ржем друг над другом, типа, она меня закинула в черный список, я зачем-то защищала там кого-то, что-то пыталась доказать. Это было очень смешно, и мы всегда ржем над этой ситуацией. Это, блин, это весело. В общем, на этом все, ребята. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и вы узнали что-то новое обо мне. Вы, возможно, даже чуточку были шокированы. Надеюсь. Так что да, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то поставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А также не забывайте подписываться на меня в Перси, ВКонтакте, в Инстаграме и в Твиттере. Напоминаю, что в Твиттере я очень часто общаюсь с вами, задаю вам вопросы, что вы там делаете, как у вас дела. Также задаете вопросы вы мне, я отвечаю, бла-бла-бла и все такое. Так что не забывайте подписываться, и всем пока!